Когда Алина приехала в Африку, ей казалось, что она едет на обычный отпуск. Немного экзотики, сафари, пара фотографий в окружении дикой природы, которые можно выложить в соцсети. Она ехала с друзьями, Максимом и Дианой, и ожидала провести пару недель, отвлекаясь от привычной городской суеты. Никто из них и представить не мог, что этот отпуск навсегда изменит жизнь Алины. Их встретил гид по имени Сами, добродушный, улыбчивый человек с темной кожей, который говорил на 4 языках и шутил на каждом. По дороге от аэропорта до гостиницы он не переставал рассказывать истории о местности, предупреждая при этом: «В джунгли одни не ходите. Это не зоопарк. Здесь настоящая дикая жизнь». Все посмеялись, в том числе и Алина. Тогда она не знала, что эти слова станут пророческими. Гостиница оказалась уютной, но окруженной густыми зарослями и шумом невиданных существ. Утром следующего дня, во время утреннего сафари, Алина вышла из машины, совсем ненадолго, чтобы сделать пару кадров редкой орхидеи. Максим с Дианой были увлечены разговором с гидом и не заметили, что Алина отошла дальше, чем стоило бы. Она шагнула чуть глубже в заросли и замерла. В нескольких метрах от нее, почти сливаясь с тенью, стоял он. Горилла. Огромный, темный, с мускулами, перекатывающимися под черной, гладкой шерстью. Но не в этом было главное. Алина сразу уловила: он смотрит не как зверь, не как хищник. Он смотрел как человек. Нет, как влюбленный. Они встретились взглядами. Время остановилось. Горилла медленно подошел, опустился на одно колено и сорвал цветок. Поднял его и подал девушке. Алина в шоке приняла подарок, не зная, смеяться ей или бояться. Страх отступил. В этом существе не было угрозы. Наоборот, от него исходило нечто очень трогательное, почти благородное. Так началась их странная, невозможная история. Горилла оказался не просто влюбленным, но и истинным джентльменом. Он заботился о ней, приносил еду, плел из лиан что-то вроде подстилки, охранял от диких животных. Он не покидал ее ни на минуту. Даже когда Алина попыталась вернуться, он не удерживал силой, просто смотрел в глаза. И она осталась. Не потому, что боялась, потому что чувствовала здесь, в этой пещере, рядом с этим существом, она впервые по-настоящему любима. Он ухаживал за ней с таким вниманием, которого она не знала ни от одного мужчины. Приносил ей фрукты, тщательно вымытые в ручье. Однажды он сорвал целый куст розоватых цветов и разложил их у входа в пещеру. Каждое утро он приносил ей воду в большой плоской раковине, чтобы она могла умыться. Он не подходил ближе, чем нужно. Соблюдал дистанцию, проявляя уважение. И всегда, всегда смотрел на нее с обожанием. Алина, потерявшая всякую надежду на спасение в первые часы, начала видеть в этих днях не плен, а дар. Никто не называл ее принцессой вслух, но так она себя и чувствовала. Царственно ухоженной, окруженной вниманием и тишиной. Она начала разговаривать с ним, хотя знала, что он не ответит. Но он слушал, понимал, иногда кивал, иногда протягивал руку, будто хотел погладить ее, но в последний момент сдерживался. Однажды ночью, когда над джунглями шел ливень, он накрыл ее своим телом, словно огромным теплым плащом. Она впервые прикоснулась к его шерсти без страха и почувствовала, как под ней стучит огромное сердце. Она не знала, сколько прошло времени. День, два, три. В этих джунглях время переставало существовать. Но однажды, когда ливень закончился, она решилась включить телефон. Батарея чудом сохранилась. Слабый сигнал. Она вызвала спасателей. Горилла наблюдал. Он не проявлял страха или беспокойства, лишь легкую печаль и понимание. Когда она закончила говорить, он подошел,
коснулся ее руки и осторожно сел рядом, глядя в ту сторону, откуда должны были прийти люди. Пока они ждали, он танцевал. Да, именно так. Его движения были ритуальными, грациозными. Он покачивался на ногах, поднимал руки, вращался. Это был танец любви. Он хотел остаться в ее памяти не просто зверем, а существом, способным любить, мечтать, страдать. Когда спасатели пришли, он не убежал. Он проводил ее. Он нес ее на спине, когда она не могла идти. Поставил ее на землю у лагеря. И только когда был уверен, что она в безопасности, исчез. Алина вернулась к цивилизации другой. Максим и Диана смотрели на нее иначе. Они слышали ее рассказ и не верили. До тех пор, пока не нашли ту самую пещеру. Там все было так, как она описала. Подстилка из мха, аккуратно выложенные плоды, свисающие гирлянды цветов, выложенные на камнях. Она не могла объяснить, что чувствовала. Вечерами она плакала. Не от страха, а от тоски. Он ушел, но она все еще ощущала его присутствие, его взгляд, его заботу, его любовь. Прошли месяцы. Она вернулась домой. Жизнь продолжалась. Но каждый раз, когда она проходила мимо зоомагазина, где лежали бананы, или видела гориллу на экране, сердце щемило. Алина начала писать книгу. Не о том, как она спаслась, а о том, как она впервые узнала, что такое настоящая, безусловная любовь. Без слов, без обещаний, без условий. Любовь, которая живет в сердце, даже если это сердце бьется в груди того, кого весь мир считает зверем. На книжной обложке была фотография. Силуэт огромной гориллы, стоящей в тени деревьев, и девушка в белом, идущая к нему. Книга разошлась миллионными тиражами. Ее приглашали на передачи, интервью, фестивали. Однажды во время интервью ведущий в шутку спросил: «Алина, вы когда-нибудь по-настоящему влюблялись?» Она улыбнулась и ответила: «Да, однажды. И эта любовь была сильнее всего, что я знала. Только он не мог сказать мне это словами. Он говорил жестами, заботой и тишиной. И, возможно, это самая честная любовь на свете». И в этот момент где-то среди туманных африканских джунглей огромная горилла смотрела на звезды и вспоминала женщину с глазами цвета утреннего неба. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!